Технологии прошлого всегда привлекали нас своей необычностью и смелостью. Многие из них опередили свое время, другие были заброшены из-за аварий, стоимости или опасности. В этом видео мы отправимся в путешествие по прошлому, чтобы раскрыть тайны забытых прорывов. От дирижаблей, которые когда-то правили небесами, до ядерных батарей, оставшихся в прошлом. Какие из этих технологий могут вернуться, а какие исчезли навсегда? Давайте начнем. Дирижабли или воздушные корабли в начале 20 века были символом роскоши и прогресса. Они могли перевозить пассажиров на огромные расстояния, предлагая непревзойденный комфорт. Самый известный дирижабль, Гинденбург, мог пересекать Атлантический океан за считанные дни. Но именно с ним связана крупнейшая катастрофа, которая разрушила репутацию дирижаблей. В 1937-м Гинденбург взорвался при посадке, что привело к гибели десятков людей. Причина — использование водорода, который оказался крайне взрывоопасным. После этого дирижабли были практически забыты. Однако сейчас инженеры возвращаются к идее дирижаблей, используя безопасный гелий и современные технологии. Возможно, будущее все-таки вернет их в небо. Водород как топливо долгое время считался идеальным решением для автомобилей. Он дает огромную энергию при минимальных выбросах. Побочным продуктом сжигания водорода является чистая вода. В 1970-х годах компании вроде BMW активно разрабатывали машины на водородном топливе. Одной из самых известных моделей стала BMW Hydrogen 7, работающая на сжиженном водороде. Однако массовое производство таких автомобилей так и не стало реальностью. Основные причины — сложность хранения топлива, дорогая инфраструктура для его заправки и высокий риск возгорания. Но автомобили — это не единственная сфера, где применяли водород. Сегодня технологии на основе этого газа возвращаются в транспортную индустрию. Современные инженеры разрабатывают не только наземные средства, но и воздушные. Например, самолеты на водородном топливе. Эти проекты обещают значительно сократить углеродный след в авиации, который остается одним из главных источников загрязнения атмосферы. Одной из ведущих компаний в этой области является создавшая водородный самолет HiFlyer 2. Этот аппарат способен выполнять короткие коммерческие рейсы, не выбрасывая углекислый газ. Европейский концерн Airbus тоже активно работает над самолетами на водороде, обещая к 2035 году представить полностью функциональные модели. Однако перед авиацией стоит тот же вызов, что и перед автомобилями – безопасность и инфраструктура. Для водородных самолетов необходимы новые аэропорты с уникальными системами заправки, а также специальные контейнеры для транспортировки топлива. Водородные технологии снова оказались в центре внимания. Если инженеры преодолеют технические барьеры, эти двигатели могут стать основой для экологически чистого транспорта будущего. От автомобилей до самолетов. Автономные лодки будущего. Идея создать лодку, способную управляться без экипажа, появилась еще в середине 20 века. Первые такие аппараты были разработаны военными для разведки и минного тролления. Одним из известных примеров стал американский проект Sea Hunter — автономное судно, способное проходить тысячи миль, собирая данные и выполняя задачи без вмешательства человека. Но гражданское использование автономных лодок так и не получило широкого распространения. Причины включают сложности навигации, высокую стоимость разработки и вопросы безопасности. Автономные лодки должны были справляться с непредсказуемыми условиями моря и избегать столкновений с другими судами, что оказалось слишком сложной задачей. Тем не менее, технологии продолжают развиваться. Современные автономные лодки используются для исследования океанов, мониторинга экологии и доставки грузов. Возможно, в будущем такие аппараты станут неотъемлемой частью нашей жизни. Паровые автомобили были первыми транспортными средствами, которые могли сравниться с лошадьми по скорости. В конце 19 века такие машины были популярны в Европе и США. Они не требовали дорогого топлива, а вместо бензина использовали обычную воду. Однако у паровых автомобилей был один большой недостаток — время разогрева. Чтобы машина начала движение, нужно было ждать до получаса, пока закипит вода. Когда появились бензиновые двигатели, паровые автомобили быстро исчезли с дорог. Сегодня эта технология считается устаревшей, но некоторые энтузиасты восстанавливают паровые машины, чтобы показать, как они выглядели в действии. Космические технологии прошлого. Космос всегда был местом, где технологии испытываются на пределе возможностей. Но не все из них выдерживают проверку временем. Одной из таких технологий были одноразовые капсулы для возвращения экипажа на Землю. Эти капсулы, использовавшиеся во времена Аполлона и первых Советских Союзов, обеспечивали безопасное приземление, но уничтожались при каждом запуске. В результате каждая миссия требовала создания новой капсулы с нуля, что сильно удорожало космическую программу. Сегодня одноразовые капсулы практически не используются, их место заняли многоразовые космические корабли, такие как SpaceX Dragon и Boeing Starliner. Однако одноразовые технологии оставили свой след, вдохновив создание современного оборудования для аварийных посадок и спасения в экстремальных условиях.
Другим примером забытых технологий можно назвать системы ориентации на базе гироскопов. До появления высокоточных GPS и лазерных систем многие космические аппараты использовали механические гироскопы для ориентации в пространстве. Эти системы, хоть и были надежны, страдали от износа и нуждались в регулярной замене. Несмотря на устаревание, старые космические технологии продолжают удивлять нас своей простотой и гениальностью. Они напоминание о том, как далеко мы продвинулись и как много еще предстоит изучить. Маглев-поезда — это поезда на магнитной подушке, которые буквально левитируют над рельсами. Они не имеют движущихся частей, поэтому обеспечивают невероятно плавное движение. Первый Маглев появился в Японии и сразу стал символом высоких технологий. Такие поезда могли разгоняться до 300 миль в час, что делало их быстрее большинства самолетов на короткие расстояния. Однако реальность оказалась суровой. Маглевы стоят баснословных денег. Один только трек может стоить в десятки раз больше, чем обычная железная дорога. Например, китайский Маглев Шанхай-Пудун обошелся стране более чем в $1 миллиард за короткую линию длиной всего в 18 миль. Несмотря на свои преимущества, Маглевы остаются скорее туристическим аттракционом, чем массовым транспортом. Сегодня их развитие замедлилось, уступив место другим технологиям, таким как гиперлуп или электропоезда. Однако Маглев все еще считается символом инженерного совершенства и может вернуться, если будут найдены более дешевые решения для строительства. Концепт-кары, опередившие время. Концепт-кары всегда были полем для экспериментов. Автопроизводители создавали машины, которые выглядели как из научной фантастики, чтобы продемонстрировать свои технологии. Например, GM Firebird, вдохновленный реактивными самолетами, мог бы разгоняться до невероятных скоростей благодаря газотурбинному двигателю. Другая модель Cadillac Cyclone имела встроенные радары для предотвращения столкновений за десятилетия до появления современных систем автопилота. Но большинство концепт-каров так и остались экспериментами, поскольку их технологии были слишком дорогими или сложными для массового производства. Сегодня концепт-кары стали более практичными, но все еще служат скорее для рекламы брендов. История забытых прототипов напоминает нам, что мечты о будущем иногда опережают возможности современности. Летающие автомобили. Был ли шанс? Летающие автомобили — мечта, которая веками будоражила умы изобретателей. Еще 100 лет назад американский инженер Молтон Тейлор создал аэрокар — автомобиль, который мог трансформироваться в самолет за считанные минуты. Этот аппарат мог разгоняться до 60 миль в час на дороге и 100 миль в час в воздухе. Однако, несмотря на свой успех, аэрокар так и не пошел в массовое производство. Основная причина — сложность управления. Чтобы пользоваться таким транспортом, водителю нужно было не только уметь водить машину, но и обладать навыками пилота. К тому же в 50-е годы еще не было подходящей инфраструктуры, такой как аэродромы вблизи жилых зон. Сегодня интерес к летающим автомобилям возрождается. Компании вроде Terrafugia и Palfy разрабатывают современные версии этих машин, используя более легкие материалы и автоматизированные системы управления. Однако и сегодня остается множество барьеров, строгие законы о безопасности, дороговизна технологий и сложность сертификации. Мечта о летающих машинах все еще жива, но остается ли она реальной? Или такие транспортные средства всегда будут принадлежать только научной фантастике? Подводные самолеты. Идея создать гибрид самолета и подводные лодки звучит как сюжет шпионского фильма, но в середине 20 века это было серьезным проектом. В годы Холодной войны военные инженеры разрабатывали аппараты, которые могли бы незаметно передвигаться под водой, а затем взлетать в воздух. Одним из таких проектов был советский «Чайка». Аппарат представлял собой самолет с герметичным корпусом, способный выдерживать давление на глубине до 200 футов. Он мог перемещаться по поверхности воды, погружаться на несколько минут, а затем подниматься и взлетать. Однако эти проекты столкнулись с множеством технических проблем. Прежде всего, материалы того времени не позволяли создать надежный корпус, который выдерживал бы длительное погружение и оставался легким для полета. Сегодня подводные самолеты рассматриваются больше как развлекательные устройства. Некоторые компании создают гибриды для туристов, но их возможности далеки от амбиций Холодной войны. Мотоциклы-амфибии. Мотоциклы, которые могли ездить по суше и плавать по воде, звучат как идеальное решение для любителей приключений. Британский изобретатель Алан Гибс представил первый мотоцикл-амфибию, способный разгоняться до 50 миль в час на дороге и до 10 миль в час на воде. Он получил название амфибикар. Однако амфибии оказались не такими удобными, как надеялись. Переход от одного режима к другому занимал слишком много времени, а управление в воде было неудобным. Кроме того, такие мотоциклы требовали сложного обслуживания, что отпугивало потенциальных покупателей. Несмотря на провал в массовом производстве, амфибии продолжают вдохновлять дизайнеров. Современные стартапы разрабатывают новые модели на основе старых идей, используя более легкие материалы и мощные двигатели. Возможно, мотоциклы когда-нибудь снова привлекут внимание. Реактивный ранец больше, чем фантастика.
Реактивный ранец — символ мечты о полете, воплощенный в реальность. Первые прототипы таких устройств появились много лет назад, когда военные пытались создать способ быстрого передвижения солдат на поле боя. Одним из самых известных стал Bell Rocket Belt, который мог поднимать человека на высоту до 30 футов и лететь на расстояние до 200 футов. Однако у ранцев было много недостатков. Маленькая дальность, ограниченный запас топлива и высокая стоимость. К тому же управление ими требовало серьезной физической подготовки, что делало их непрактичными. Сегодня реактивные ранцы вернулись благодаря таким компаниям, как Jetpack Aviation. Современные устройства стали легче и безопаснее, а дальность полета увеличилась. Несмотря на это, реактивные ранцы остаются скорее аттракционом для богатых, чем реальным средством передвижения. Трансформеры, экскаваторы. Экскаваторы-трансформеры — это не только звучит как из фантастических фильмов, но и действительно существовало в реальной жизни. Эти машины разрабатывались для решения сложных задач в строительстве и спасательных операциях. Одним из примеров стала экспериментальная модель итальянской компании Menzi Mock. Она могла менять форму своих опор, подстраиваясь под любые поверхности, включая скалы и болотистую местность. Экскаватор-трансформер выглядел невероятно. Его массивные ноги могли удлиняться, подниматься и даже двигаться независимо друг от друга. Однако эти технологии оказались слишком сложными и дорогими. Поддерживать такое оборудование было настоящим испытанием для операторов и инженеров. Сегодня от концепции экскаваторов-трансформеров отказались, но элементы этой технологии применяются в современных роботизированных машинах. Например, в роботах, используемых для спасательных операций или работы в условиях радиации. Это напоминание о том, что даже неудачные идеи могут вдохновить прогресс. Экспериментальные поезда на воздушной подушке. Как-то раз инженерные умы сосредоточились над созданием поездов, которые могли левитировать над рельсами благодаря воздушной подушке. Одним из самых известных стал проект британского APTE — Advanced Passenger Train Experimental. Поезда на воздушной подушке обещали уменьшить трение и достичь невероятных скоростей, не уступающих современным маглевам. Однако проект столкнулся с массой проблем. Во-первых, поезда на воздушной подушке были шумными. Звук работы компрессоров был слышен за многие мили. Во-вторых, стабильность на высоких скоростях оставляла желать лучшего. Малейшие неровности на пути могли вызвать вибрацию или даже сход состава с маршрута. Несмотря на забвение технологий, идеи из этих проектов нашли применение в современных сверхскоростных поездах. Многие инженеры считают, что воздушные подушки могли бы вернуться, если удастся решить проблемы шума и стабильности. Пневматический транспорт в городах. В XIX веке инженеры мечтали заменить шумные и медленные конные экипажи системой пневматических труб. Эти системы предполагали движение пассажирских вагонов внутри герметичных труб за счет силы вакуума или сжатого воздуха. Одним из ярких примеров был проект Альфреда Бича в Нью-Йорке. Пневматический транспорт позволял пассажирам преодолевать небольшие расстояния быстро и комфортно. Но у этой технологии был большой недостаток — высокие затраты на строительство и сложность обслуживания. К тому же такие системы не справлялись с большим пассажиропотоком. Сегодня пневматические технологии обрели вторую жизнь в виде гиперлупов. Несмотря на разницу в масштабах и техническом подходе, идея осталась той же — перемещать людей в замкнутом пространстве на высокой скорости. Ядерные батареи. НДБ были настоящим технологическим прорывом. Эти устройства использовали энергию радиоактивного распада для производства электричества. Главным их преимуществом была долговечность. Батареи могли работать десятилетиями без замены. Такие технологии применялись в космической отрасли, где требовалась надежность и автономность, например, в марсоходах или спутниках. Однако использование радиоактивных материалов вызывало опасения. Даже малейшая утечка могла привести к катастрофическим последствиям. Кроме того, процесс производства таких батарей был дорогим и сложным. Сегодня идея НДБ возвращается благодаря новым исследованиям. Ученые разрабатывают безопасные методы использования ядерной энергии в миниатюрных устройствах. Возможно, вскоре эта забытая технология станет основой для новой энергетической революции.